Здравствуйте, дорогие друзья! Это кадры из ролика, когда я снимала моих королей и королев и задала вопрос, как вы думаете, что является причиной вот таких поражений на листьях фаленопсиса? Это последний лист, который рос в прошлую зиму. Листья поражены только на одной стороне растения. Корни у него в порядке здоровые, как воздушные, так и внутри горшка. А с левой стороны, посмотрите, листья чистые. Было супер интересно читать ваши комментарии и ваши предположения. В 90% случаев ответы были правильные, народ меня смотрит грамотный. Вот эти два последние листа желтеют просто от того, что они уже состарились. Но были и смешные такие шуточные комментарии, что это капли от жира, когда я готовлю на кухне, потому что я сказала, что он висит на кухне. Или птички колибри прилетали и поклевали эти листья, вот так вот повредили механически. К колибри я вернусь позже. Одну вещь я поняла, смотря на этот мой фаленопсис. Можно растить и лелеять свою коллекцию годами, а потерять, угробить орху можно за считанные дни. Можно за считанные часы покалечить растение, что оно выглядит вот так безобразно. А теперь посмотрите, висит мой фаленопсис элегантная клементина вот на этом большом окне в зале, который и является и жилой комнатой, и кухней. Я, наверное, выразилась не совсем правильно, но тот угол, где я или Майкл готовим, это очень далеко от окна. Хотя у меня там есть вон еще маленькое окно с орхидеями. Температура термостатом поддерживается 21 градусов днем и 16 ночью. И вот всю зиму у меня был такой полив этих фаленопсисов. Я приходила с работы в 10 вечера, поливала их, проливала, замачивала и обратно вешала на это окно. Зимой у нас случалось температуры за окном минус 22 по Цельсию. Представляете, а окна в Америке вот такие, в одно стекло, неутепленные у нас. В целом зимы здесь мягкие, до минус 10. Но то, что пару раз случается такое понижение до минус 22, и посмотрите, как он у меня висит. Вот мокрое растение, где происходит испарение из субстрата, влаги, конденсат, и рядом это холодное стекло, минус 22 на другой стороне этого стекла. Кто знает, какая температура была по эту сторону стекла в такие ночи? Наверное, может быть, плюс 10, но до меня дошло это все потом. Вот этот лист, один чистый, он как бы прикрывался вот этим последним. И росли они как-то очень близко друг к другу. И так вот плотненько, что предпоследний лист был защищен. На днях сняла орхи, чтобы полить и помыть окно. Смотрю, маленькая колибри заинтересовалась моим островом Пасхи, прекрасным фаленопсисом. Подхожу ближе, смотрю так это со стороны. Оказывается, это она не с той стороны стекла, а с этой залетела. Я-то думала, она хочет нектар проверить на цветах, а нет, она пытается выбраться, летит и летит в окно и ничего понять не может. Эти малявки прилетают к нам из Мексики. Представляете, в такую даль, в Пенсильванию. Чего они тут забыли? Но на лето они к нам прилетают. В конце концов, все закончилось благополучно. Мы ее выгнали швабрами и метелками на улицу. Живу я в совершенно неправильном месте для моего хобби. Все орхи выехали уже на улицу, а посмотрите, где они? Правильно, нету. Одна банда сирулия болтается, потому что у нас ночью температура 2 дня подряд упала до плюс 8 градусов. Я их занесла в теплицу. Как кошка с котятами носилась с ними, то на улицу их, то обратно в теплицу. В теплице слишком жарко, у меня нет кондиционера. Днем надо обратно выносить, но следующую ночь опять только плюс 7 градусов. И я это к тому, что так за одну ночь можно потерять все корни у орхидей. И опять потом начинать с нуля, наращивать, восстанавливать. Как та моя фаленопсис клементина на холодном окне зимой. Ночью, так все мои орхидеи сейчас в середине июня на улице. Середина июня, ну достали эти природные катаклизмы. А еще здесь в Америке пропагандируется поливать орхидеи 3 кубиками льда. Ну не подумайте, это не в клубе. А для несведущих,
которые покупают орхидеи в садовых центрах, там прям на бирках и написано «Just add ice». Просто добавь лед. У меня подруга так делает, и у нее некоторые орхидеи погибли, а некоторые цветут. Она говорит, ну смотри, цветут, я же просто 3 кубика льда ложу раз в неделю. Да, они цветут просто вопреки этому льду. Какой лед для орхидей? Вы где-то видели лед в тропиках или снег? Я смотрю по моим фалам, какие же они нежные, какие же они чувствительные к понижению температуры. Меньше чем 15 по Цельсию они уже не переносят. Листья поражаются уже только от одного конденсата, а тут 3 кубика льда. Да, вот положите себе на животик. Как оно будет? Приятно? Мне всегда это хочется сказать тем, кто придумал эту дурацкую рекламу 3 кубика льда раз в неделю. Это для того, чтобы вы быстрее угробили свою орхидею и отправились в магазин покупать новую, а потом опять угробили и снова. Это маркетинг, чтобы продать больше и денег заработать больше. Но возвращаясь к моей клементине, я сделала работу над ошибками. Никакого ночного полива, ни зимнее, ни летнее время. В темное время суток корни растений не поглощают воду, они поглощают кислород. Так что если в горшке слишком сыро, вот тогда-то и начинается гниение корней ночью. Таким образом были угроблены корни у моих пафиков, которые стояли на холодном подоконнике, и листья у фаленопсисов, которые даже не стояли на подоконнике, а висели близко к холодному стеклу. Больше никаких подоконников в зиму для моих орх. Наше хобби, оно такое, мы не марки собираем. Здесь выращиваешь растение 3-4 года, а потом бум, и теряешь его за считанные дни. Со мной это случалось очень много раз. И практически во всех случаях это мои ошибки и мои просчеты. Вот вам и народная мудрость. Век живи, век учись. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Желаю здоровья вам и нашим орхочкам не болеть, а только радовать нас. Пока-пока.